Все, у вас в РДС, это раскладка, РДС, огонь, только судейство откачало. Ну все, понеслась. Каждый дрочер Василий знает, как судить соревнования лучше, чем судьи, но мы сегодня попробуем более подробно с этим разобраться. Начнем, наверное, с терминов, которые используются в мировом дрифте. Они в основном японские. Начало дрифта – это фуридаши. Что такое фуридаши? Это как раз вот начало дрифта, агрессивный вход в занос. То есть первая постановка – это и есть фуридаши. Фурикаеши – это смена направления заноса, либо перекладка. Также есть такие названия, как танса. Это одиночный квалификационный заезд. Именно в японском дрифте он называется танса. И заезды цуйса. Это парные заезды, официальная часть соревнований, где ребята бьются парами. И еще пару слов японского происхождения. Атуй. Это автомобиль, который едет вторым в заезде цуйса, соответственно. И сенка – это автомобиль, идущий первым. Вот вкратце японские термины, которые, в общем-то, используются во всем мировом дрифтинге. И каждый дрифтер, будь он англичанин, таец, не знаю, японец, русский, он его понимает. Первая жертва. Олежек там пишет. Ты вообще о чем? Ты вообще о чем? Олежек, не тормозись, не терсни. О судействе в целом, блядь. А ты о чем? Как же все-таки оцениваются заезды в дрифте? Начнем мы, естественно, с квалификации. Основная задача главного судьи – это сделать задание, квалификационное задание. То есть трасса, она может быть любой, можно по ней ездить 10 раз, но на ней можно сделать разных 10 заданий, которым пилоты должны подстроиться, действительно показать свое мастерство и выполнить то или иное задание. Задание может заключаться хоть в чем, да, там, приближение к точкам клиппинга. Точка клиппинга – это та точка, к которой нужно максимально прижаться. Бывают внутренние точки клиппинга, бывают внешние. Вот. Также там, как в прошлом году, например, в РДС Восток было, да, постановка без ручного тормоза, без использования ручного тормоза. Это тоже определенное задание, и нужно его выполнить. То есть судьи за этим смотрят, это как справляется с этим пилот, это действительно показывает мастерство пилота, потому что в дрифте мы именно оцениваем мастерство. То есть есть максимальная оценка, вот, гонщик стоит на старте, у него есть 100 баллов, уже есть. И за каждую ошибку он эти баллы от него отнимает. Соответственно, на взгляд судьи, то есть судей трое всегда, и берется средняя оценка судейства, соответственно, чтобы человеческий фактор не влиял на результат максимально лучше. Поэтому нечетное количество судей, соответственно, средняя оценка арифметическая. Что у нас оценивается в дрифте? Оценивается траектория движения. То есть это близость прохождения к траектории, плавность линии хода и вылет с трассы. Там. Близость прохождения к заданной траектории оценивается от 0 до минус 5 баллов. То есть есть 5 баллов у судьи, который может отнять. Плавность линии хода. Что такое плавность линии хода? Это когда машина движется боком, без вихляний, без корректировок, без малейших. То есть чем ровнее эта линия дуги, тем выше. То есть либо 0, и опять же до минус 5 можно отнять. То есть если там на постановке, например, в траекторию не попал, человек там совсем сбился, не туда поехал, по внутренней части, а задача была с внешней ехать, то ему можно минус 5. Но если он ехал плавно, то здесь ничего не теряет. И, в общем, соответственно, и третий вариант отнимания оценок – это вылет одним или там двумя колесами, либо всеми 4 колесами. И тут уже судейские оценки оцениваются от минус 1 балла до минус 60. То есть до такой степени. То есть можно там незначительно одним колесом заехать за линию и получить всего лишь минус балл, если это там близко где-то клиппинг-зона была, предположим. Ну, а если ты совсем уже выехал, то можно минус 60 баллов получить. Соответственно, 100 минус 60, у тебя остается 40, и в общем-то, на что-то претендовать уже практически невозможно, да, потому что есть еще дальше критерии оценок,
это угол заноса. Здесь оценивается сокращение либо потеря угла. Что такое сокращение угла? То есть гонщик сначала выставился в большой угол, но потом понимает, что не дотягивает, начинает выпрямлять машину, ну и теряет угол. Либо наоборот, не доставился и каждый раз пытается нарастить угол, это тоже не есть правильно. Ну и выравнивание угла во время заноса. Соответственно, ты идешь и распрямляешься, это критические ошибки. То есть сокращение потери угла, ну небольшие корректировки, они от 0 до минус 5 баллов. А выравнивание от 0 до минус 15. Но если машина проехала на прямых колесах более 10 метров, там в зависимости от трасс и в зависимости от решений судей, да, ну, то есть оценка может превратиться в 0, как не дрифт, либо отнимание половины оценок заработанных уже. Следующие критерии оценки — это скорость. Судится радаром, либо какими-то другими приборами по возможности, что имеет судейская бригада в своем активе, да. Судится на входе. То есть скорость на входе в занос. Вот в этот момент максимальная скорость оценивается. Здесь от 0 до минус 5 баллов. Но это не всегда так. То есть в зависимости от трассы можно выставить там максимальную какую-то скорость и от нее уже отнимать, там, скажем, за каждый километр по баллу. Ну, так упрощает судейство для судей. Вот у нас на этапах РДС Восток именно так примерно и судилось. То есть был какой-то критерий, да, за который не отнимается какой-то средний результат, там примерно 110 км в час на входе. И кто выше едет, быстрее этого результата, то они как бы ничего не теряют в этот момент. Но кто меньше, там 109, 105, и бывает и 80, соответственно, они теряют от 110 там, вот, за каждый километр по 1 баллу. То есть это все зависит от судей, да, как они решат. Но они обязательно должны это все рассказать своим участникам на брифинге. За что, как, где и почему отнимаются эти баллы. Использование бокового торможения. Что такое боковое торможение? То есть это когда машина боком едет до полной остановки и останавливается. То есть можно пролететь какую-то часть и вовремя открыться и уехать. Но если машина этот момент проспала, да, и пилот еще дальше начал тормозить именно только углом, это также оценивается от 0 до минус 5 баллов. То есть можно 5 баллов на этом потерять, если критическое замедление. Недостаточное либо чрезмерное использование педали акселератора. Что это такое? Это когда гонщик едет и постоянно подгазовывает. Это, во-первых, смотрится некрасиво, выглядит незрелищно. Во-вторых, это видно, что человек не контролирует машину, да, а пытается ее отлавливать именно вот этими подгазовываниями. Это не показатель того мастерства. То есть нужно на самом деле, если ты пошел в поворот, ты должен открыться в средние обороты, в большие обороты, ну, чтобы у тебя к концу поворота, скажем так, уже достигла максимальных оборотов машина. То есть рассчитать именно так, чтобы именно газ до выхода, либо до перекладки достиг максимальной отметки 100%. Это самый ништяк, скажем так. То есть до отсечки тоже как бы весь поворот ехать на отсечке, это можно опять же рассматривать как потерю скорости, потому что когда машина в начале уже поворота начала бить в отсечку, соответственно, она дальше скорость не наращивает, а едет просто в одной скорости, и это также не мастерство. Да. Нужно управлять на большей скорости машиной, тогда это, конечно, оценивается гораздо больше. Вот. И существенная потеря скорости, либо вращения и прочее, это оценивается от минус 1 до 60 баллов. То есть разворот. Существенная потеря скорости — это остановка. Также теряют баллы за, так сказать, переугление. То есть машина едет, и перед перекладкой ей уже надо переложиться, по идее, чтобы это все было быстро. А она проваливается еще в больший угол, а потом только перекладывает. Также относится к существенной потере скорости. Следующий критерий оценки — это фурикаеш, перекладка, смена угла, так называемый. Это достаточно сложный элемент, и чем резче он делается, тем больше баллов, точнее, тем меньше баллов теряет пилот. Но опять же, вот эти все оценки, которые теряют, это не виртуально то, что хотят видеть судьи, да,
это оценки относительно всех участников, которые выступают в данном виде соревнований. Потому что все судьи перед началом соревнований обязаны присутствовать на предварительной тренировке, да, и видеть, кто как едет, и брать какого-то одного пилота, да, из-за эталона. Ну, никому об этом не говорить, но смотреть, что вот, да, вот этот пилот классно делает перекладки. Можно несколько пилотов взять, да, у одного лучше Фуридаши, а у второго лучше Фурикаеши, а третий лучше по траектории. То есть, соответственно, если все в совокупе собрать, значит, это все возможно сделать. И, ну, то есть, ну, это реальные результаты, которые могут показать пилоты. То есть, именно от этого судьи отталкиваются. Поэтому, чем резче перекладка, тем, соответственно, меньше оценок вы потеряете. То есть, может вообще ничего не потерять, да, если у вас очень резкая перекладка. Падение амплитуды, да, если пилот шел с одним углом, а перед перекладкой потерял этот угол и ушел в меньший угол. Либо с этого угла он выходил с большим углом, а переложился в более малый. Амплитуду потерял, соответственно, потерял баллы, и опять же это от 0 до минус 5 баллов. То есть уже можно, ну, просто растерять все баллы, которые у тебя были, там, 100 баллов. Также и очень важное значение имеет еще один критерий – это общее впечатление. Это единственное, за что пилотам добавляет именно баллы. То есть именно добавляет. В этом критерии, если нет впечатления никакого, то просто 0. Но если пилот проехал агрессивно, впечатляющий, что у зрителей замер дух или у судей, да, ну, то есть что-то вот такое сотворил на грани. Он, может быть, не проехал там где-то там красиво, там, но он выдал свою энергию, обратил на себя внимание, да, судей, ну, можно добавить даже 5 баллов. То есть это единственный критерий, где можно добавлять баллы от 0 до 5 баллов. В общем, вот все критерии судейства, именно квалификационного. Можно прочитать эти правила в правилах РДС, они все написаны, но многим непонятно, что написано, и, в общем-то, мы пытаемся более понятно объяснить, что такое все-таки дрифт и как он судится. Что-то я не понял. Хуя себе жуки удалили нах. Аркадий Цареградцев. Зашибись вообще. Вместо актуального поста про судейство, они тут Цареградцева, который хочет в D1 выступать. Аркаша, какой D1? Подожди-ка. Где тут моя вкладочка? Ага, вот он. Сейчас я вам устрою. Так, ты только не рефрешнешь, сучка. Вот так. Я, конечно, все понимаю. Удалить сообщение проще всего. Но знаете, проблему так не решить. Фоточку. Вот так вот. Извини, Аркаша. Придется подвинуться. Аркадий, кстати, любит. Для чего проводится квалификация? Для того, чтобы выявить лучших пилотов. Предположим, их, если выступает 50 в соревнованиях, допускается в парные заезды, в заезды ЦУЙСа допускается всего лишь 32 человека, соответственно, нужно их выявить с помощью квалификации. И дальше уже либо по олимпийской системе, по олимпийской сетке они выставляются по парам, либо так, как это будет в этом году, будет такой вид соревнований, как Double Elimination, где, проиграв, ты не всегда теряешь шансы на победу. Да. Нам кажется, что это добавит зрелищности нашим мероприятиям. Но в любом случае все это будет проходить в парных заездах. А парные заезды, конечно же, судятся, ну, тоже нелегко, скажем так. Не всегда, скажем так, очевидна победа одного или другого соперника. Много тоже получаешь информации, там люди пишут, а почему выиграл тот, а почему выиграл этот. Я вот сидел там на дальней трибуне, и мне там оттуда было лучше видно. Ну, может быть, там кому-то было лучше видно, но судьи находятся именно в той точке, в которой они находятся. И именно с той точки и проходит судейство. То есть судьи должны видеть с одной и той же позиции положение автомобиля и какие ошибки он в данный момент совершил, и поэтому и будет независимая оценка. Многие говорят, а если судьи там рассадить? Ну, и тогда один судья будет одно видеть, другой другое, а третий третье. Но это неправильно в корне. То есть, если мы хотим получить независимую оценку в результате, то есть все трое судей должны находиться на одной точке и видеть одно и то же. И тогда будет более независимая оценка. Бывает очень много сложных ситуаций, судьи должны, конечно же, ориентироваться в этих ситуациях, которые не прописаны, не обязательно прописаны в правилах, но они должны как-то все-таки это интерпретировать. Но мы попробуем все-таки разобраться в некоторых аспектах судейства. 1,5 часа.
1,5 часа сижу, я мог бы тренироваться, если бы я тренировался. О! Женя Красильников. Как девка? Спасибо, нормально. Как твоя? Чё как девка? А, я понял, ты как девка, у тебя Женя имя. Мама хотела дочку. А я отвечать не буду. В заезде, когда едут два участника, оценивается в основном всегда второй пилот. Первый должен выполнить просто задание, которое было поставлено на квалификацию. А второй должен показать, насколько близко он может ехать, насколько он может синхронно выполнять перекладки, подъезжать очень близко, подъезжать ровно, в том же угле. Вот это самое важное. То есть нужно сделать одновременную постановку, максимально близко подъехать к своему сопернику, причем подъехать в том же угле желательно. А если подъехал еще в большем угле, это еще круче. Начинается все с фуридаши. Соответственно, если постановка одновременная, то есть второй не опоздал, а одновременно сделал фуридаши, счет ровный. То есть здесь он не набрал баллов и не потерял. Если фуридаши второй участник делает быстрее первого, то, соответственно, второй участник и получает больше баллов. То есть в свою пользу. Он получает преимущество какое-то. Соответственно, если одному участнику добавляется плюс, то у второго он отнимается. То есть, соответственно, и разница получается гораздо больше. То есть на фуридаше можно заработать баллы. Если соперник, который едет вторым, опаздывает немножко с фуридаши, соответственно, он теряет на этом балл. И плюсик уходит в сторону своего соперника. Если у второго идущего угол заноса больше, чем впереди идущего, соответственно, он опять получает дополнительные баллы. Близкое расстояние на фуридаше между машинами, опять же, получает плюс второй участник. Ну, а если большое расстояние, соответственно, минус. Во время заноса существенно больше угол. Это уже когда идет пауэрслайдинг, движение в газу, после фуридаши, участники едут. И если у второго идущего угол заноса больше, и он при этом находится рядом со своим соперником, расстояние не увеличится между ними, то, соответственно, плюс, опять же, получает второй идущий. Ну, а первый, соответственно, теряет. Дистанция между транспортными средствами во время дрифта сближается, то, соответственно, опять же, плюс получает второй участник. Этот вариант не действителен в случае, если угол заноса сенка мал. То есть, соответственно, если у второго идущего угол маленький, но он догоняет своего соперника в этот момент, это в зачет ему не идет, и он, скорее всего, даже теряет на этом баллы. Поэтому нужно двигаться либо в том же угле, тогда ты получишь преимущество, либо в большем угле, тогда ты опять же получишь преимущество. Если вот мы подъехали к перекладке, они перекладываются одновременно. То есть одновременная перекладка синхронно с одновременным подъездом, это преимущество сразу же второго идущего. Причем если перекладка агрессивнее, быстрее, чем у впереди идущего, опять же преимущество. Еще дополнительные баллы получает за перекладку. Сценка впереди идущий, если он критически теряет угол, и второй во избежание столкновения также теряет угол, ну, соответственно, тут все понятно. Опять же, преимущество получает второй идущий за ошибку первого, потому что впереди идущий едет, ему ничего не мешает, никто ему не мешает. И если он ошибается, это его проблемы, это его причина, и он еще оценивается в 2 раза строже за счет этого, и то, что ему никто не мешает. В небольшом контакте можно ехать, если это не сбивает соперника с траектории. А если будет удар такой, который выбивает соперника с трассы, соответственно, ну, проигрыш второго, это даже не потеря очков, а именно проигрыш в заезде за столкновение, за аварию. Поэтому нужно ехать именно на грани, в 5 сантиметрах. Ну и, конечно, выше пилотаж, это когда сопернику просто своим передним колесом трешь ему переднюю дверь и оставляешь там конкретный черный полос. Это очень высокий уровень, и, в общем-то, к этому, наверное, стремится каждый дрифтер. В плане дыма, если у второго соперника дыма больше, чем у первого, опять же идет плюс второму сопернику. Ну, при условии, если у них мощность машины одинаковая, то есть тут тоже этот критерий нужно обязательно учитывать. Потому что если у тебя там спереди едет Хачироку атмосферная, которая в принципе не дымит, а сзади там 800 сильный там Марк 2 какой-нибудь, соответственно, он будет дымить больше, ну, тут на этот критерий не смотрим. Но если два автомобиля и одинаковые, и у второго автомобиля дыма больше из-под колес, то это идет ему в плюс, потому что, ну, первый едет не на полную катушку.
а второй старается. И, ну, это редко бывает, но бывает. В принципе, почему и преимущество. Обычно у первого всегда дыма больше, чем у второго. Второй просто пытается догонять с меньшим углом, соответственно, и дыма быть не может. Но если дыма больше, значит, он едет в большем угле, и за счет этого он получает дополнительные очки. Мертвая группа, как и судейство. Ты бы хоть обосновал, а то голая критика, одетые трусишки. Я в Комсомольске не один год, мальчик, провожу соревнования. И так-то никто вообще не жалуется. Пообщался с вашими. Говорят, кто со стрита пришел. Кто со стрита пришел? Савочкин. Вот пришел со стрита. И засуживают его. Сколько было моментов в том году? Ну, в общем, вот критерии судейства парного дрифта. Но бывает очень много нюансов, столкновений, подстав даже от пилотов, которые, может быть, и не хотели подставить, но совершили там критическое замедление. Например, на фуридаше это в основном происходит, да, машины ставятся, соперник замедляется, а этот видит, что он замедляется и распрямляется. Но если это критическое замедление, то есть судьи это, конечно же, должны учитывать и либо назначать там, либо перезаезды, по какой вине, почему это случилось. То есть разбираться в каждой ситуации конкретно и, конечно же, лучше просматривать видеозапись. Бывает, что второй соперник проехал очень близко, синхронно переложился, а потом они поменялись, и расстояние было вроде больше. Но первый ехал не по траектории уже. Тут тоже нужно рассматривать эти варианты. То есть, когда впереди идущий соперник едет не по заданию, он оказывается в 2 раза строже. Соответственно, все баллы, которые он теряет, будучи первым, переходят ко второму. И на этом тоже можно совладать. То есть, может быть вот такое расстояние, но второй выиграет за счет ошибок первого. Положим, первый просто сваливает, да, уезжает, пытается уехать, соперник убегает. Так нельзя делать. То есть мы добиваемся парного дрифта. В парном дрифте соперники соперничают, но при этом они должны дружить, они должны чувствовать друг друга и доверять друг другу. Тогда получится красивый парный дрифт на грани возможного, а может быть даже за гранью возможного. Поэтому изучайте правила, доверяйте судьям, это очень важно. А дрочеру Василию я хочу передать огромный привет. Сиди и дрочи на дрифт дальше. Я как понял, все, кого устраивает судейство, молчат, а кого не устраивает, боятся языка из жопы показать. Привет Семенюку. Что у тебя с большой, с маленькой? Семенюку. Все. Погнал судить. Нарекаю тебя РДС-очкой. Я люблю.